Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие очаровательные снежинки. Если внимательно присмотреться, здесь проглядывает рисунок в виде короны. И поэтому я решила эти снежинки назвать Диана. Такие красивые снежинки получились. Вязать их очень просто. Схема состоит из 5 рядов. Сейчас я прикреплю ее на экране. Можете сделать скрин. Размер такой снежинки у меня получился 16 сантиметров. Я вяжу комплект, уже сделала несколько штучек. И сейчас вместе с вами свяжем еще такую снежинку. Вязать ее я буду из ниток Пехорка ажурная. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 280 метров. Крючок буду использовать 1,25. Давайте приступим. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю с соединительным столбиком. И вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема. И в кольцо хвостик мы сразу обвязываем. Провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В кольцо столбик без накида. 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Также в колечко провязываем столбик без накида. Так. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в кольцо. Не забываем хвостик сразу обвязывать. Теперь снова арка из 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Столбик без накида. Мы с вами провязали 2 арки из 5 воздушных и 2 арки из 11 воздушных петель. Так чередуем арки из 5 из 11 петель. Давайте провяжем еще 4 арки из 5 воздушных петель и 3 арки из 11 и встретимся. Провязали 6-ю арку из 5 воздушных. И вместо последней арки из 11 воздушных петель делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с 4 накидами. 3, 4. Провязываем в начальный столбик без накида. Формируем арку. Вот так. Такая арочка. Первый ряд у нас готов. У нас 6 арок из 5 воздушных и 6 арок из 11 воздушных петель. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема. В эту же арку, которую мы формировали, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик.
Давайте хвостик сейчас отрежем, чтобы он нам не мешался. Мы его обвязали, и никуда он не денется. Так. Далее набираем цепочку из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида в следующую арку из 11 воздушных петель. Арку из 5 воздушных мы пропустили. Снова 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В следующую арку из 11 воздушных. Столбик без накида. Так, вяжем по кругу. Нам осталось провязать еще 4 арки из 9 воздушных. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю цепочку из 9 воздушных и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик в следующую воздушную петлю на цепочке. И еще в одну в следующую. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида и в эту же арку провязываем 8 столбиков с 2 накидами. Первый, 2 накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик с 2 накидами. Итого у нас в эту арку провязано 9 столбиков, считая первый столбик, который состоит из 4 воздушных петель. 9 столбиков. Далее 3 воздушные, арочка, 1, 2, 3, 2 накида. И в следующую арку из 9 воздушных петель также провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли и в каждую арку провязываем группы из 9 столбиков с 2 накидами. Между этими группами арки из 3 воздушных петель. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных и соединяем 1, 2, 3 в 4 воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с 2 накидами. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это первая ножка сплита, 2 накида. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца в следующий столбик с 2 накидами. Закрываем 2 накида, 2 петли на крючке, 2 накида и третью ножку сплита вяжем в следующий столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Выполнили начальный сплит из 3 столбиков с 2 накидами. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и замыкаем их в пико. Вставляем крючок в вершину сплита и делаем соединительную петлю. Вот такое пико. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, это арка, 2 накида. И на следующих 3 столбиках также провязываем сплит из 3 столбиков с 2 накидами. Итак, в следующий столбик вяжем первую ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца,
2 петли на крючке, 2 накида, в следующий столбик вторая ножка, также не до конца провязываем этот столбик, 2 накида, и в следующий столбик провязываем третью ножку сплита. Закрыли 2 накида, 4 петли на крючке, подхватили рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Выполнили сплит из 3 столбиков с 2 накидами. На вершине этого сплита мы пико не делаем. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида. И на следующих 3 столбиках с 2 накидами провязываем также сплит из 3 столбиков. Итак, первая ножка, 2 накида, в следующий столбик вторая ножка, не до конца провязали, и третья ножка, в последний, в 9 столбик, 4 петли, закрываем. Здесь мы делаем пико из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Вставляем крючок в вершину сплита под 4 петельки и выполняем соединительный столбик. Соединили. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Арка. И в следующую арку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика без накида. Первый, сюда же в эту арку второй, третий столбик без накида. Обвязали арочку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И также вяжем 3 сплита по рисунку. На первом и последнем на макушечках делаем пико из 4 воздушных. На среднем сплите мы пико не провязываем. Между сплитами у нас арки из 5 воздушных петель. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных. И делаем соединительный столбик в вершину начального сплита. Соединили. 4-й ряд у нас готов. Вяжем последний 5-й ряд. Так, делаем 3 соединительных столбика. Первый делаем за пико. Пико отворачиваем вперед сюда, отгибаем. И на изнаночной стороне соединительный столбик. Следующий воздушную петельку на цепочке из 5 воздушных. 1, в следующую воздушную петлю на арочке. 2. Это пико мы потом при блокировке расправим, накрахмалим. Так. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик, это начало нашего ряда. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в вершину следующего сплита среднего провязываем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида. Вставляем крючок в вершину сплита, провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, второй столбик сюда же не до конца, 2 накида и третий столбик сюда же в вершину сплита. 4 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И делаем соединительный столбик в 4-ю воздушную петлю от крючка. Соединили. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. В 7 петлю от крючка также делаем соединительный столбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Соединяем в 4 петлю от крючка. Вот у нас получилось 3 лепесточка из 4, из 7, из 4 воздушных петель. И теперь в вершину кластера вставляем крючок под 4 ниточки, делаем соединительный столбик, замыкаем наш цветочек в круг. Вот такой острый уголочек у нас будет у нашей снежинки. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку из 5 воздушных столбик без накида. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Это арка. Далее идет пико из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И в 4 петлю 1, 2, 3, 4 от крючка делаем соединительный столбик. Провязали пико. И снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Так, накид. Переходим к группе из 3 столбиков без накида и в средний столбик, во второй, провязываем столбик с одним накидом. Снова пико из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4 воздушные петли сделали, и в вершину столбика вставляем крючок под 2 ниточки, провязываем соединительный столбик. Вот так. И снова провязываем вот такую комбинацию: арка из 4, пико из 4 и снова арочка из 4. Итак, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Снова 4, 1, 2, 3, 4. В 4 петлю соединяем. И еще 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Так. Пропускаем арку из 5 воздушных, пико пропускаем, и в следующую арку столбик без накида. Мы перепрыгнули через вот это пико. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И в вершину следующего сплита провязываем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Провязали. Теперь также делаем на макушечке вот такой цветок из 3 лепестков. Итак, делаем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В 4 петлю соединяем соединительной петлей. 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем в 7 петлю. И снова 4, 1, 2, 3, 4. Соединяем в 4 петлю. Вот такой гребешок у нас из 3 лепестков. И теперь вершину кластера делаем соединительный столбик. Заканчиваем вязать наш цветочек. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 8 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 4 петлю от крючка соединяем. И еще 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Накид. В средний столбик на группе из 3 столбиков без накида провязываем столбик с одним накидом.
пико из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, в вершину столбика провязываем соединительный столбик, и снова 8 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, в 4 петлю от крючка соединяем, еще 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Пропускаем арку из 5 и в следующую арку столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И снова вяжем вершину сплита кластер из 3 столбиков. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Здесь у нас все уже повторяется давно. Мы с вами провязали 2 раппорта. Теперь снова цветочек на макушке. Все, и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арочку из 4 воздушных и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика без накида. Так, все, делаем закрепку. Нитку можно отрезать. Наша снежинка связана, осталось только спрятать кончик нити и ставим снежинку на блокировку. Не забываем фиксировать и элементы в середине, в центре снежинки, чтобы получилась вот такая звездочка. И в каждое пико вставляем иголочки. Придаем красивую форму. Я обрабатывала эту снежинку клеем ПВА, но также можно сделать и крахмальный раствор по концентрированию покруче, и также будет хорошо держать форму нашей снежинки. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!